Приветствую! В этом сюжете мы полюбуемся Луной, как ее видно в телескоп при большом увеличении. Мы найдем интересные и необычные структуры, а также поищем место посадки американских астронавтов. Если прошлые видео Луны через телескоп я часто снимал смартфоном в 4К качестве, то сейчас покажу вам Луну еще ближе и четче. Съемку проводил в телескоп оптической системы Шмидта-Кассегрена с диаметром объектива 203 мм и астрокамерой Свбони SV205. Также покажу вам, какие снимки мне удалось получить после обработки изображений. Вы можете увидеть не только кратеры на Луне, но и горы, равнины, трещины и странные образования на поверхности Луны. Не всегда можно четко рассмотреть подробно детали лунного рельефа. В эту ночь нам с вами повезло, состояние атмосферы было более стабильное, чем в другие ночи, когда я снимал видео. Самое интересное впереди, не забудьте подписаться на канал. Перед нами древний крупный ударный кратер Альфонс на границе моря облаков. Диаметр кратера 111 километров, глубина 3 километра. Интерес представляет центральный пик. Он имеет пирамидообразную форму и крутые склоны. Возвышается над дном кратера приблизительно на 1,5 километра. Кратер Альфонс является одним из мест на Луне, где наиболее часто наблюдаются кратковременные лунные явления. Изменение вида темного пятна на дне, увеличение яркости, изменение цвета центрального пика. В 1956 году американский астроном Олтер обнаружил странное помутнение борозд в кратере. Многие высказывали предположение о существовании вулканической активности в кратере. В 1958 году в Крымской астрофизической обсерватории советский астроном Козырев получил спектрограммы кратера Альфонс, указывающие на выход газов, молекулярного водорода и углерода, из центрального пика кратера. В том же году английские астрономы Уилкинс и Брюн сообщили о появлении небольшого красноватого пятна непосредственно около центрального пика Альфонса. Новейшие исследования Луны не подтвердили эти наблюдения, и сейчас считается, что вулканическая деятельность на Луне полностью прекратилась около 1 миллиарда лет назад. Что касается описанных выше наблюдений, то они могут объясняться тектоническими сдвигами на Луне, происходящими за счет гравитационного воздействия Земли. Аппенины – лунные горы, расположенные в северной части видимой стороны Луны. Лунные Аппенины имеют протяженность около 600 километров и максимальную высоту до 5400 метров, что дает им право называться самыми высокими горами на видимой стороне Луны. У подножия лунных Аппенин на юго-восточной окраине моря дождей в 1971 году опустился на лунную поверхность космический корабль Аполлон-15. И именно здесь экипаж астронавтов впервые использовал лунный автомобиль, проехав на нем в общей сложности 28 километров. Было собрано и затем доставлено на Землю 77 килограммов образцов лунного грунта. К сожалению, в любительские телескопы с Земли не удается рассмотреть места посадок. Невозможно рассмотреть столь мелкие детали на Луне. Но мы все же нашли это место. Полетели дальше, к одному из очень интересных образований на поверхности Луны. Среди гор, от которых тянутся по поверхности зловещие тени, мы замечаем Альпийскую долину. Ее ширина 10 километров, длина 160 километров. Мне очень понравилось, как в этот раз было видно это место.
Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями, ведь не у каждого есть телескоп, а даже те, у кого он есть, мы часто долго ждем ясное небо для наблюдений. Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые. Удачи!